решил тут поделиться опытом своим, как я бросал курить. Хочу обратить внимание, бросал, но не бросил. Курю я лет, 25, может, или даже больше. Не больше, наверное, да, где-то так. Лет 10 назад, когда только-только начинался вейп, я о нем узнал и решил попробовать. То есть я решил не бросить курить, а перейти на вейп. Купил на Алиэкспрессе Эго 2, по-моему, или просто Эго. Такие сигареты, как авторучки. 2 штуки там продавалось в комплекте. Такая интересная упаковка была. Она до сих пор, кстати, у меня осталась. Вот эти 2. Что там еще? Зарядка и флакончик. Кстати, тоже он у меня остался. В общем, заказал я 2 Эго. Пришли они ко мне, как обычно, через 3 недели. Сходил в магазин, купил жидкость. И по дуре по своей купил вообще крепкую. Как продавец мне посоветовал, я вообще знать не знал, что это такое. То есть никто не объяснил, что не надо прям очень много вдыхать, аккуратненько, никотинку брать, не самую крепкую, а начинать вообще с минималки просто и пробовать дальше, как у тебя что пойдет. Потому что, насколько я по себе знаю, и плюс еще общался с людьми, кто переходил на вейпы или на типа айкосы, они сразу не переходили прям день в день, а происходило это у кого-то неделю, у кого-то 2, у кого-то месяц, у кого-то несколько лет переход. То есть, понятно, затянулся один раз, я чуть не обалдел, у меня горло заклинило, лицо начало покраснело, отдышка, прям кашлять начал. В общем, потом пошел к другому продавцу, он мне говорит: да вы что, надо в другой магазин пошел, надо минималку, взял минималку, минимум миллиграмм никотина. В общем, не пошла у меня эта Эго, кому-то я эти 2 подарил. Прошло несколько лет, наверное, 5 или, может быть, даже больше. Решил опять я на вейп перейти. Купил всякие аномайзеры, танки, это все. Столько денег врюхал в это дело. И дешевые, и дорогие. Не идет он мне. И перепробовал разные вкусы и крепости. И вообще просто не идет, и все. Решил бросить. И тут брат у меня приехал с сигаретой. Типа айкоса, только айкос короткие стики, а там такой длинный стик и узкий. И он не прокалывается, как в айкосе, а нагрев такой идет с внешней стороны сигареты. Я забыл, как он называется. В принципе, принцип один и тот же, как айкос. Вообще один в один. Только не прокол, тоже нагрев табака, система нагрева табака. Я говорю: и как? Он говорит: вообще классный, уже курю сколько-то, несколько неделю, что ли. Мы с ним редко видимся, неделю или 2. Говорит: вообще прям бросил сигареты, чувствую себя хорошо. В общем, купил я эту штуку. А до этого я пробовал айкос. Тоже не понравился он мне. Брал в аренду, на 3 дня, что ли, они давали тогда. Что-то какую-то солому куришь. Купил я себе эти сигареты. Перешел они мне прям зашли. Не прям 100%, но где-то несколько дней, до недели я переходил с обычных сигарет на эти. То есть чередовал. Все, прокурил я их где-то 1.5 года. Все нормально. Единственное, конечно, побочки пошли где-то через год. Даже, может, раньше. Горло начало как-то сжиматься, комок. Комок он у меня давно. Желудок что-то начал, какие-то частые изжоги происходить. Я сначала не подумал об этих сигаретах, думаю, может, я питаюсь как-то не так, хотя вроде ем нормально, фастфуды, эту всю шляпу я не ем. Кока-колы я вообще просто не употребляю. Так, глоточек сделать, попробовать. Летом в жару, условно. Ходил по врачам, анализы сдавал, горло проверяли, лазили мне внутрь, смотрели, говорят: да нет, у вас все нормально. И думаю, перейду-ка я на айкос. Перешел на айкос, и вроде все эти симптомы у меня пропали. Но опять же, если, например, очень много курить этого айкоса, да и даже этих сигарет, то все равно эти симптомы остаются, и горло начинает перекрывать. То есть, я, курю где-то 1,5 пачки.
у меня выходит. Вот сейчас, на данный момент, я уже курю Айкос где-то года 2. То есть я, в общем, как от никотиновой зависимости уже такую словил, что как это теперь Айкос бросить, я думаю, что еще хуже, чем обычные сигареты. Читал я книгу Ален Карра, но читал вскользь, честно говоря, просто для того, чтобы вообще понять, что это за книга, как ее вообще воспринимать, адекватно или нет. Интересная книга, мозговой штурм жесткий, то есть молодец, он вообще описывает так все это. В детали я не вникал, но в целом мне понравилась эта книжка. Хочу попробовать сейчас ее начать читать, уже так более глубоко. Не в метро, как я это делал, а именно дома вечером, чтобы никто не отвлекал, чтобы вникнуть вообще в суть этой бросания этого табака. Вот, брат у меня бросил Алена Карра, он его прочитал дома вечером в спокойной обстановке. Говорит, зашел он ему, но он не бросил прям сразу, как вот обещано в этой книге. Прошло где-то месяца 2-3, и он начал аудиокнигу слушать на ночь, вставлял, говорит, и я слушал. И все, после того, как он аудиокнигу прослушал, он бросил курить, уже не курит очень давно. Так что книга интересная. Что еще? Собственно, вот мой опыт такой. То есть из обычных сигарет я перешел на Айкос. Вейп мне не покатил. Курю сейчас Айкос. И сейчас задумываюсь опять бросить курить. Не попытаться, вот как я там, переходить куда-то, еще что-то, а именно бросить. И, конечно, все-таки мне никто об этом не говорил. Сейчас я говорю вам, что если вы решили бросить курить, то надо бросать именно то, что вы курите. Вот курите сигареты, бросайте. Вейп, значит вейп. Не надо никуда переходить, ни на какие пластыри, вообще ни на что. Вот просто бросите все. И это, кстати, сказано в книге. Но мне этого никто не говорил. И я до этого дошел сам. А уже потом прочитал в книге, что надо действительно бросать именно то, что ты куришь. Потому что сейчас я сел на этот Айкос, это еще хуже, грубо говоря, сигарет. Никотина стало... Они же крепче, там никотина больше намного. Вот. Да, свои плюсы, безусловно, есть. Это чистое дыхание, сразу нюх появился. То есть запахи стал чувствовать. Не сразу, там где-то через неделю, может, там через 2. Запахи стал чувствовать, голова не так вот болит и кружится, как при сигаретах. Там с утра покурить там или... уже обкурился их, когда вечером башка начинает кружиться. Нет, такого нет. То есть в этом плане, конечно, классно. Не отдышка ушла. То есть они, молодцы. Но никотина стало больше потребляться, потому что они крепче намного. Стики я курю обычные, то есть без всяких примесей. Табак, что ли, обычный, и все. Так что, если есть у кого-то какие-то позитивные моменты, да и даже негативные, пишите в комментариях, кто как бросал курить или как я пытался и не получилось, потому что любой опыт, он есть любой опыт, неважно, положительный, отрицательный, это опыт. Может быть, кому-то мое видео поможет бросить курить. Может быть, кого-то подтолкнет на то, чтобы человек решил бросить курить. Но целью задаться надо и действительно эту гадость бросить, потому что, это ужас. Эти сигареты, они везде присутствуют. Тем более это вейпы, вот эти сладенькие все, красивенькие, вкусненькие. Это ужасная штука. Наркотик, что там говорить. Так что делитесь комментариями о своем опыте, неважно, негативном, позитивном, кто как бросил. Если бросил, вообще замечательно. Может быть, какие-то я для себя почерпну знания. Так что вот, пользуйтесь советами. И книгу, конечно, я советую вам прочитать, хоть я и не бросил, но она очень много дает информации к размышлению. Там действительно есть о чем подумать. Вот, и то есть... мировоззрение ваше расширится от этой книги. Но опять же говорю, что лучше ее прочитать не надо в метро. Вот сел дома вечером, спокойно прочитал, воткнул. То есть, все. Всем спасибо за внимание. Жду от вас комментариев с вашими опытами. Может быть, вместе мы и победим эту гадость. Все, всем пока.